Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сейчас середина ноября, нахожусь я в Московской области, и в этом видеоролике я вам покажу, как я обрезаю, как обрабатываю от болезней и как укрываю чайно-гибридные розы. Все в одном ролике. Сегодня погода теплая, плюс 8 градусов, но впереди ожидается похолодание, ночью до минус 5, а днем около нуля. Соответственно, обещают снег, поэтому розы нужно укрыть, они уже остановили ростовые процессы, и самое оптимальное время сделать это сегодня, пользуясь теплой погодой. Пойдемте, сейчас я вам все покажу, и вы сами убедитесь, что это несложно. Я частично уже подготовил розы к укрытию, то есть вы видите, я сделал каркас. Каркас этот выполнен из стеклопластиковой арматуры. Установлен он, вот смотрите, таким образом, что крест-накрест, чтобы была лучшая устойчивость, если будет сильный снегопад, и воздушно-сухое укрытие, чтобы не провалилось под весом снега. Розы я также уже немного окучил землей, слегка обкопал вокруг кустиков почву и, как видите, использовал для повышения их зимостойкости сосновый лапник. Вот таким образом. Видно, что розочки у меня осенью приболели черной пятнистостью, поэтому их обязательно в зиму надо обработать. Как я это делаю, я вам обязательно сегодня покажу. Итак, сейчас я обрежу розы, потом мы их вместе с вами обработаем и укроем, и покажу уже готовый вам результат. Перед обрезкой надо сразу одеть хорошие перчатки прорезиненные, чтобы не колоться об шипы. Итак, я буду обрезать розы примерно наполовину, может быть чуть ниже, так как видите, какая у меня высота укрытия, примерно около 50, может быть 70 сантиметров, поэтому я под укрытие и обрезаю. Также я удаляю все слабенькие, поломанные, засохшие, больные побеги, а также побеги, которые смотрят в центр куста. Остается у меня вот такой красивый, аккуратный кустик. И перехожу к следующему. Этот кустик более заросший, но менее шипованный, поэтому работать с ним немножко будет полегче. Вот удалил веточку, она смотрела в центр куста, поэтому я посчитал, что она лишняя. Побеги я укорачиваю, как я вам сказал, уже примерно чуть ниже высоты укрытия. Слабенькие побеги также удаляю. Побеги, смотрящие внутрь, также вырезаю. После обрезки остается вот такой аккуратный, красивый кустик. И еще, если вы обратили внимание, то при обрезке я не ищу направление почки и не обрезаю таким образом, чтобы выбирать почку, которая бы смотрела наружу куста. Это все очень долго, у меня большое количество роз, и вот поверьте, этим заниматься, совершенно, я считаю, лишняя трата сил и энергии. Поэтому, если большое количество роз, просто обрезайте их немножко ниже укрытия, если вы розы укрываете. Причем такая обрезка, она характерна только для чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Плетистые розы, а также кустовые, шрабы, английские розы, они обрезаются совсем по-другому, и уход несколько отличается от чайно-гибридных и роз флорибунда. Розы я обрезал, сейчас они вот так аккуратно выглядят. И перехожу ко второму этапу, к обработке от болезней и грибков, которые могут в зимний период, в период оттепель, появиться на растениях. Сегодня обрабатывать розы я буду раствором медного купороса из расчета 100 грамм медного купороса на 10 литров воды. Это хорошая осенняя обработка, она убивает практически все болезнетворные микроорганизмы. Также часто я использую для обработки, и это я уже показывал в своих прошлых роликах, раствор марганцовки.
Раствор марганцовки я использую 10 грамм марганцовки на 7 литров воды. Получается такой достаточно насыщенный бордовый раствор. И им я также обрабатываю часто розы, когда у меня, к примеру, нет медного купороса. Это тоже хороший препарат. Он хорошо защищает растения, виноград, розы и другие растения от грибков и болезней в зимний период. Итак, приступлю к обработке. Сегодня достаточно ветрено. Это, конечно, осложняет обработку, но, в принципе, можно приспособиться. Итак, несмотря на небольшой ветерок, который поднялся, я все-таки достаточно качественно обработал растение медным купоросом. Теперь осталось только установить укрытие на каркас. Ну вот и все. Укрытие готово. Быстро, просто, надежно. Это Агроспан, укрывной материал. В 2 слоя 60-й плотности я его установил на каркас. Прижал по краям к земле кирпичами, чтобы, естественно, не унесло ветром. Сверху можно также для надежности еще установить канцелярские скрепки, прищепки точнее, которые используют для офисной бумаги. Они также хорошо держат укрывной материал на стеклопластиковой арматуре, которая у меня используется в качестве каркаса для укрытия. Такое укрытие в средней полосе обеспечивает отличную зимовку роз, является воздушно сухим. Сверху, если еще на него падает небольшое количество снега, оно защищает от отрицательных температур вплоть до минус 30 градусов, хорошо под ним растения зимуют. Рядом у меня таким же образом укрыты гортензии крупнолистные. Я вам показывал, как я их укрывал, как обрезал в своих предыдущих роликах. Поэтому, кому интересно, как я укрывал гортензию крупнолистную, можете посмотреть, найдете ролик на моем канале. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, данное видео было вам интересно, полезно. Если у вас остались вопросы, можете задать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. И можете поставить лайк под этим видео. Хорошего вам цветения и хороших вам урожаев.